Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе. Таким нетривиальным способом питерский чиновник предлагает убирать снег в северной столице. В Якутии в пожаре погибли 5 военных, не пожелавших воевать в Украине. А под Челябинском перевернулся автобус с детьми. Это новости в воздух на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. 5 человек погибли при пожаре в якутском изоляторе, где содержались раненые участники войны, которые отказались возвращаться на фронт. Еще 7 человек госпитализировано с симптомами отравления продуктами горения. Личности погибших устанавливаются, причины возгорания пока неизвестны. Как сообщает телеграм-канал «База», пожар вспыхнул на первом этаже и быстро распространился по зданию. На ликвидацию возгорания потребовалось 3 часа. В МЧС комментировать ситуацию не стали и заявили, что здание принадлежит Минобороны. А значит, в сферу деятельности спасательной службы не входит. В якутском управлении ФСИН тоже открестились от истории. Изолятор, мол, не находится в их ведении. Ранее в сеть попало видео из камеры этого изолятора. А в фонде «Свободная Якутия» также сообщили, что военных здесь бьют, пытают, не дают выйти в туалет и встретиться с родственниками. В том числе в качестве метода психологического воздействия людям на полную громкость включают песни шамана. А пока над теми военными, которые не хотят воевать в путинской войне, издеваются, герои так называемой СВО спокойно творят криминал. В Ростове-на-Дону участник вторжения в Украину зарезал свою 14-летнюю дочь, ранил жену и сына, а затем совершил самоубийство. Как сообщает портал 161.ru, мужчина взял недельный отпуск и приехал в Ростов-на-Дону на неделю. Из Якутии к нему приехала семья, и тот решил отпраздновать это событие, несмотря на строгий запрет употреблять алкоголь из-за ранения. Сначала мужчина напал на дочь, а затем стал беспорядочно наносить ранения другим членам семьи. Когда на место трагедии приехала полиция, отец семейства был еще жив. В ответ на уговоры сдаться он кричал и бросался кусками стекла. Жена и сын убийцы сейчас в больнице. У 10-летнего мальчика незначительные порезы и колотые раны на ногах. У его матери немного более серьезные травмы. И еще одна новость из Ростова-на-Дону. Местный анархист Роман Шведов, которого приговорили к 16 годам заключения за поджог здания администрации, покончил с собой в СИЗО. Его нашли мертвым в одиночной камере утром в среду, спустя 5 часов после вынесения окончательного приговора. Ранее защита дважды подавала апелляции, чтобы сократить срок, но оба раза получала отказ. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Шведова виновным по статье о совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. В 2022 году он бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района в знак несогласия с войной в Украине. Сначала ему вменяли хулиганство, но затем статью поменяли на более тяжкую. Причем свидетели на суде утверждали, что деятельность администрации в результате поджога не была нарушена. Как сообщает связанный с силовиками канал «Шот», Шведов повесился на простынях. Автобус, который перевозил 25 детей, перевернулся неподалеку от города Кыштым Челябинской области. На данный момент известно о 5 пострадавших, 4 ребенка и 1 взрослый. В региональном ГАИ сообщили, что из-за снегопада водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автобус опрокинулся на бок. Прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал лично прокурор Кыштыма. Российская армия ударила по Киеву. 1 человек погиб, 7 пострадали. Об этом сообщает Киевская районная администрация. По ее данным, из-за удара загорелись 5 автомобилей. Повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. По информации мэра города Виталия Кличко, в одном из киевских районов повреждена тепломагистраль. Еще в 2 пожары из-за падения обломков ракет. Также 9 человек пострадали в результате утреннего обстрела украинского Херсона. Об этом пишут местные власти. По данным городской администрации, погиб 60-летний мужчина. Минобороны России назвало ракетный удар ответом на обстрел комбината «Каменский» в Ростовской области. Ведомство утверждает, что удар был нанесен западными дальнобойными ракетами «Атакамс» и «Шторм Шэдоу». Также сегодня ночью завершили работы на месте вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу. По данным местной администрации, пострадали 6 человек. Ну а сегодня ночью российские военные ударили по Киеву шахедами. Загорелся склад. Площадь пожара, по данным ГСЧС Украины, составила 15 тысяч квадратных метров. Впрочем, никто не пострадал. Какой именно склад загорелся из-за атаки и было ли это прямое попадание, не уточняется. Российская же ПВО за ночь перехватила и уничтожила 36 украинских дронов. Об этом отчиталось Министерство обороны. Больше всего 16 беспилотников над территорией Краснодарского края. Также 14 над акваторией Черного моря. Подробностей о разрушениях нет.
В Курске задержали гендиректора компании, которая сорвала контракт на строительство линии обороны в регионе. Владимира Лукина, главу корпорации развития Курской области, подозревают в злоупотреблении полномочиями и растрате более 173 миллионов рублей. Об этом пишет агентство ТАСС. Несколько месяцев назад Лукину вручили медаль за вклад в укрепление обороны России. Ранее по этому же делу арестовали его бывшего зама Игоря Грабина. Муж основательницы Wildberries проиграл суд за компанию. Владислав Бакальчук пытался не допустить объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы РУС. Это объединение, по данным СМИ, одобрил лично Владимир Путин. Бенефициаром РУС некоторые журналисты называют миллиардера Сулеймана Керимова. О конфликте между Бакальчуком и его супругой Татьяной Ким стало известно летом. Татьяна, которой принадлежало 99% Wildberries, подала на развод. Ее муж заявлял, что компания подверглась рейдерскому захвату. На стороне Бакальчука выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. 18 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка. Погибли 2 человека, еще 7, в том числе 2 полицейских, получили ранения. В Санкт-Петербурге чиновник решил убрать снег с огнеметом. Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан. На видео Юрий Куликов, глава муниципалитета Северный. Он выложил на своей странице во ВКонтакте ролик с субботником по уборке снега с волонтерами. Такой вот дракарис по-питерски. В Роскомнадзоре заявили, что в замедлении YouTube виновата сама платформа. Об этом представитель ведомства сообщил агентству «Интерфакс». Я процитирую. «Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube». Конец цитаты. Также Роскомнадзор напомнил, что штрафы, наложенные на Google, который владеет YouTube, превысили сумму в 34,5 миллиардов рублей. И вообще компания, мол, виновата сама. Google уже более 2 лет официально не работает в России и не поддерживает инфраструктуру своих серверов. Вот и снижение качества работы YouTube. Это созвучно заявлению Путина во время прямой линии. Диктатор тоже вещал, что в бедах YouTube виноват сам Google. А еще жаловался, что платформа якобы подсовывает пользователям оппозиционный политический контент. В общем, как всегда, повсюду враги. Ну, первое по поводу торможения YouTube. Здесь, да... Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Накануне крупные российские мобильные операторы снова замедлили работу YouTube. Moscow Times со ссылкой на анонимного эксперта пишет, что внутри страны почти 2/3 обращений обрабатываются более 10 секунд. При том, что за пределами России это время составляет около 0,04 секунды. Медиазона, в свою очередь, публикует диаграмму падения ютубовского трафика. По ней видно, что с первых недель декабря использование платформы начало сокращаться. И показатели продолжают падать. Я напомню, нынешнее замедление YouTube стало уже 2-м с августа. Тогда трафик сократился примерно на 1/3. Сейчас, как пишет Медиазона, если оценивать на глаз, трафик составляет примерно половину от того, что было в начале 2024 года. Друзья, ну а чтобы не терять нас, даже если YouTube в России окончательно заблокирует, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы публикуем весь наш контент, в том числе в аудиоформате. Ссылку на канал вы найдете в описании к этому видео или просто сканируйте QR-код, который сейчас видите у себя на экране. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. А вечером итоги недели для вас подведет мой коллега Тенгиз Адамия. Всего хорошего и берегите себя.